Всех приветствую, это нулевой выпуск по моду сладости и магии. Здесь мы будем ознакомливаться, что это за мод, с чем его едят и зачем он нужен непосредственно. Постараюсь сделать как можно более полный обзор и объяснить все тонкости этого мода. Ну что ж, приступим к знакомству. После того, как вы появитесь в мире, первое, что вам нужно сделать, это пойти и набрать сахарного колокольчика. Вот он так растет. Собирается правой кнопкой мыши. Если разбить его левой, мы получим много семян. Но так как я в творческом режиме сейчас, я, соответственно, ничего не получаю с него. Также этот мод добавляет большое количество цветов. Вот как вы вот видите, много разных цветов. Есть даже черная роза, анютины глазки, голубые, софиния, василек и многие-многие другие. Здесь очень много добавляется различных цветов. Ладно, продолжим наш обзор и рассмотрим в целом, что нам нужно все-таки. Нам нужно будет вот такие вот цветки, солнечный цветок. Его тоже можно собрать семена. Также добавляет нам различные структуры. Вот, домик. Это у нас что-то вроде кафе. Здесь вы можете набрать очень много черники. Здесь вы можете взять непосредственно и здесь у нас затоплено все. И уже ничего нет, он уже все собрал. Во всяком случае здесь оливки, которые есть нельзя, но будут нам нужны в готовке. Должна была быть здесь у нас ваниль, батат и клубника. В домике этом вы сможете найти кастрюлю, сковородку, такая вот печка у нас интересная, красивая, столешница, холодильник, морозильная камера для хранения холодных продуктов питания, витринная полка, на ней у нас уже располагается соль, оливковое масло, пшеничная мука. Можете здесь забрать миксер, брать еду правой кнопкой мыши с тарелки и обратно класть правой кнопкой мыши. Также здесь есть эсторское яблоко, вот оно. И у нас персики. Как же без них? Самое главное, что в этом кафе надо забрать, как только пойдете, это если будете грабить. Это вот миозотис. Он нужен для создания МП магического потока. Соковыжималку. Амагии. То есть это для создания магии, которая здесь добавляется этим модом. И пройдя на второй этаж, вы сможете взять и другие предметы, такие как кровать, мандарины, хранилище магического потока, резервуар в простонародье, такой шкафчик. И, соответственно, самое главное, вот это вот. Правда, ломать не надо было забрать. Аналог у нас вот этого рамочки. И добавляет нам, соответственно, здесь картину. Как вы видите, если сломать, мы ничего не теряем. Она сохраняет предмет, который в ней лежал. И вот она, загадочная волшебная книга «Сладость и волшебство». Обратно ее положим и заодно посмотрим. Другие предметы, да, ложатся. Вот так вот она выглядит. Это у нас волшебная палочка для связывания и отвязывания МП, то есть магического потока. К примеру, мы привяжем вот его, миозотис, к резервуару. И, соответственно, весь магический поток, который будет собирать, будет здесь лежать у нас. Ну, это в будущих выпусках будем все это рассматривать. А сейчас у нас поверхностное знакомство с этим модом. Что он из себя представляет и что он добавляет. Далее, как вы можете заметить, здесь есть у нас вот такие вот домики, парящие острова, добавляемые этим модом. Когда будете к нему простраиваться, не забудьте добыть вот такую вот эфирную руду. Эфирная кристаллическая руда. Имейте в виду, ее собирать нужно алмазной киркой и выше, потому как золотая или железная не подойдет для этих целей. В домике вы можете найти, опять-таки, эсторское яблоко, все пластинки Майнкрафта, проигрыватель,
И вот такой вот амагии, как и у Тама в кафе. Оранжевая ваза с цветком. Тут солнечный цветок, а тут вот лунный цветок находится. Если пойти на кухню, вы сможете найти миксер, раковину, как видите, функциональную. Воспользоваться полотенчиком, вот, повесить, снять. Плиту, духовку, склад тарелок, подставка для тарелок, вот они, разноцветные. Шкафчик, полку. На полке лежит кастрюля и сковорода фиолетовая. У вас может быть что-то другое. Бутылка для выдержки, холодильник, морозильник, кофеварка и, соответственно, сундук с едой этого мода. Вот такой вот незамысловатый, интересный домик. Как видите, добавляет много декора. Можно даже стулом воспользоваться, посидеть. Давайте это все очистим и продолжим смотреть, что нам еще этот мод добавил непосредственно. И поэтому мы сместимся куда-нибудь на поля, ну, куда-нибудь сюда, где мы еще не были, потому как я карту прогружал. Добавляет, как видите, много пищи. Ну, к примеру, гексаграммная малина. Ее можно сажать. Она вырастет такой куст. И потом собирать с нее малину, которую можно есть. Она съедобная. Ее можно использовать как в рецептах готовки, так и просто ее поглощать. Как вы видели, кафе, также будут у вас добавляться Аками кафе, жители этих кафе в обычную деревню, скажем так. Здесь вот у меня деревня получилась какая-то сломанная, но особо я в ней задерживаться не буду, потому что она сломанная. И очень часто будут встречаться вот такие вот структурки небольшие. Вот она, снова кафе, и тут снова житель будет. Давайте рассмотрим поближе и рассмотрим, что там у нас есть все-таки. А есть у нас в этот раз уже сладкий картофель, батат. Вот она самая клубника. И стручки ванили. То, что не было в том доме. А также будет вам часто встречаться довольно вот такие вот интересные структурки. Можете их сразу разобрать. Можете вот даже взять факел. И вот они, лампы, к примеру, поставить и включить, как вы видите. Это синяя лампа из витражного стекла. Это у нас барьерный блок. Разбивая один, разбивается все. Они будут вам выпадать. Также здесь добавляется, не то что добавляется, а в структуре самой есть лазуритовый блок. Есть различные вот такие вот кирпичи в шахматном порядке выставлены. Белый длинный кирпич плитка и черный. Также здесь вот альтернативный блок, добавляемый этим модом. Металл, вот он, альтернативный слиток, который делается у нас в альстельмерии при помощи двух эфирных кристаллов и слитка железа. Ну, об этом в будущем будем все это рассматривать, а сейчас рассмотрим непосредственно сам сундук. Открывая сундук, вы получите множество предметов. Здесь найдете саженец лимона, саженец бананов, вот этих вот пальмы, вот он саженец банана. Здесь вы будете получать кокосы. Да, этот мод добавляет кокосы. И, соответственно, саженец дерева эстор, которые вот видели яблоки, вот эти эсторские. Также, если вы будете ломать этот сундук, он сохранит все свое содержимое. То есть, вот я его сломал, и вот он сохранил все свое содержимое. Все на месте у него. Ничего никуда не исчезло. Вот так вот выглядит эта структурка. Ее, в принципе, можно всю добывать. Я бы даже сказал, не то, что можно, а нужно, потому что здесь много чего ценного есть. Когда откроете первый раз сундук, вам дадут достижения, и, соответственно, вы получите много разных предметов, которые вам пригодятся в будущем. Когда вы создадите свою первую книгу, вам дадут дом волшебника, дом начинающего волшебника. Это тоже имейте в виду. Поэтому старайтесь как можно раньше сделать книжку, чтобы получить стартовый дом. Я его сейчас даже покажу, как он выглядит. Вот он, дом волшебника. Вот так вот он выглядит. Если мы нажмем правой кнопкой мыши, мы вот Shift правый, вот так вот, к примеру, зафиксировали его.
Теперь вот он стоит, но мы еще его не построили. Как видите, это мираж. И жмем правой кнопкой мыши. Оп. И вот он был построен. Что мы здесь видим? Золотой гребень, цветок. Зайдя внутрь, мы видим много разных предметов. Вот они, семена. Есть разные другие предметы. Вот. Все, что нам дают при старте. Шкафчик. Люстра. Включать-выключать можно. Настольная современная лампа, если быть точнее. Кровать. Кушетка. Что-то вроде дивана, я бы сказал. Да, он и есть диван, тот самый. На нем можно сидеть. Вот так вот мы выглядим. Вот мы сидим на нем. А также различные предметы для магии. Вот они. Огненный порошок, палочка, маленькая бутылочка МП, мешки с семенами, верстак, печка, миксер, сковорода. Вот на плита у нас. Сковородку убрать. Бутылка для выдержки. Еще один шкаф. И различные вот алтари для колдовства. Давайте это все я очищу инвентарь. И вот они, книги магии. Они у нас повышают силу чародейства. Давайте посмотрим, как они делаются. Делаются они из 3 книг и таинственной книги магии. Вот так вот они выглядят. Тарелочка у нас наверху. И, соответственно, вот наша террасочка небольшая. Здесь у нас полным-полно цветов. И можем посидеть. Во всяком случае, сами ознакомитесь с этим домиком поближе и получше. Как я сказал, это у нас поверхностный обзор этого мода непосредственно. Далее, после того, как вы все это найдете, вы сможете приступать к созданию различных магических предметов и устройств. Так что в следующем выпуске мы ознакомимся уже совсем намного ближе, совсем, скажем так, будем знакомиться по порядку, потому как будет отдельно сделан выпуск по вот этим семенам, потому что здесь семян очень много, по цветкам, которых тоже здесь много, и ознакомимся с тем, что добавляет нам этот мод. Это биом, это новое измерение, это различные боссы, с которыми мы будем сражаться. И непосредственно, конечно же, сама тематика магии тоже будет раскрыта и все объяснено, как этим всем пользоваться и зачем это нужно непосредственно. А также как он работает с другими модами, добавляющими какие-то предметы по типу рутбак, то есть сумка с предметами и другие. Что ж, всех благодарю и счастливого дня. Всем спасибо за просмотр этого нулевого ознакомительного эпизода по моду сладости и магия. Всем добра и мира. Счастливого дня.